Друзья, всем привет! Ну что, на носу половинка, долгожданная дистанция, 1,9 плавание, 90 велосипед и полумарафон сверху. Самым главным аспектом, наверное, само собой подготовка, да, но начнем мы с питания, потому что питание — это очень важный аспект, без которого вообще невозможно эту дистанцию пройти. То есть, в целом, я думаю, можно на сухую попробовать, но кому это надо и кто это будет делать? Поэтому я сейчас иду из спортивного магазина, подкупил гелей. У меня было 3 геля СИС, я докупил вот такие гели, скажем, не то чтобы местного производства, производство написано Словения, но не так уж плохо, да, бренд protein.si, это известный магазин, скажем так, на Балканах. И что я хочу сказать, вот так он выглядит, есть с кофеином и без. Пробовать нового производителя по питанию — это всегда риск определенный, то есть не рекомендую так делать, но я эти гели беру исключительно на подстраховку. У меня основное питание — это то, к чему я уже привык, что пробовал. Определенный изотоник определенного бренда, Изомакс называется, и сахар, который я на тренировке уже подмешивал, да, примерно, не знаю, грамм 50-100 можно на литр подмешивать вместе с изотоником. Изотоника 1 ложечка, это примерно 10 грамм. И так будет выглядеть мои углеводы, мои 60-100 углеводов в час. Так будут они выглядеть в виде жидкости. Гели нужны на бег и загрузиться до. Я думаю, сисами в целом справлюсь, но это на подстраховку. Я возьму с собой, чтобы было у саппортов моих, чтобы мне, если что, вдруг подали, и у меня, чтобы в запасном кармане тоже были. Поэтому взял на всякий случай 6 штук. Стоимость 1,49 евро за один. В наших реалиях это примерно 120 рублей. Недорого и недешево. Здесь, это, конечно, не СИС, здесь 18 грамм углеводов. Вот. По составу, есть с кофеином, есть без. Вроде, не знаю, по идее, по составу я посравнивал. Плюс-минус везде одно и то же. Мальта, тиамин, ничего там такого. Мальта, фруктоза, плюс-минус одно и то же. Сейчас идем на регистрацию, и дальше будет поинтереснее. Правда, зайду в еще один магазин, попробую посмотреть еще гели, чтобы запастись ими, а то через 2 недели еще одна половинка. Самое главное, забыл рассказать, где мы находимся. Мы находимся в Подгорице. Гонка называется No Limits. Она такая местечковая, скажем так, локальная, но при этом должна быть хороший маршрут в плане того, что плавание в озере. Температура воды около 16-19 градусов. Скорее всего, будет около 17, я думаю. Что еще? Плоский курс, 200 метров набор в сумме на велосипеде, на велоэтапе, и там, не знаю, 60 или 50 метров на беге. Довольно хороший в этом плане маршрут. Я здесь бегал полумарафон, тут был мой личник по полумарафону, час 24, поэтому я думаю, трасса хорошая. Через 2 недели будет поинтереснее и повеселее. Там уже набор то ли 500, то ли 600 метров на велоэтапе суммарно, или 400, что-то такое. Вот. Поэтому Подгорица в этом плане классная. Думаю, будет гонка очень интересная. Взял еще 2 геля в еще одном спортивном магазине. В Черногории проблема с такими брендами известными, например, СИС, вообще никаких гелей нет, да. Я сравниваю, конечно, с Омском. В Омске, например, пошел в магазин конкретно месте, купил, взял сколько нужно тебе. Это, конечно, минус. Вот с ассортиментом здесь всегда проблемы любого, практически любой продукции. Хоть и есть какие-то бренды известные, супер, там, не знаю, спортивные, Nike, там еще что-то. Вот, короче, взял еще 2. Там уже такие посерьезнее порции, там 36-40 грамм углеводов. И кофеина там по 100 миллиграмм. У меня выбор: съесть таблетку кофеина 200 миллиграмм, у меня есть капсула, либо сожрать 2 геля. Я, конечно, выберу лучше 2 геля с кофеином в промежутке там на 30-40 минут, на час где-то. Почему? Потому что это меньшая нагрузка на ЖКТ и меньше риска, соответственно. Наверное, я в таком виде лучше поем. Вот. А так, мое питание, я считаю, раскидаю максимально безопасно, хотя от обсера ты ничем не можешь быть застрахован. Здесь у нас площадь Независимости, и тут, соответственно, финишная арка. И происходит уже первое подготовление. Сейчас будем регистрироваться, получать все, что нужно. О!
Yes, this one. If you want to put What is that? red wine. Okay. After the race, please. Maybe during the race. Делаем разбор рюкзака. Вот такой рюкзак у нас тут. Смотрим, что внутри. Первое. Так, это гели, которые я докупил, да? То есть я вам про них уже рассказал. Бутылочка вина Вернац. Наклеечки. Номерок. Далее чип. Кстати, прикольно, что сразу здесь его выдали. О, носочки. Мне положили носочки. Красная шапочка просто. Почему-то без надписи. Вот так. Карта Черногории. Так, футболочка. Футболочка. Кстати, билет стоил 100 евро в первой пачке, которую купил. Футболочка. Нормальная футболка. Бутылочка, но лимит упакованная в основном, да? То есть, скорее всего, никто из нее не пил. Видишь, она упакованная. Короче, вот что написано в составе. Кто знает, напишите. Хром 100 мг, Гарсиния, Fruit Extract, Bitter Orange, Ultra Rapid, Proprietary Blend. Какой-то, короче, бат какой-то. 2 саше с L-глутамином. Шоколадка, протеин. Билет на постапате. Пакеты для плавания, для бега и для вело. В рюкзаке есть отдел для обуви. Хороший рюкзак будет чем ходить на плавание, потому что я на плавание хожу с сумкой. Так, ну что, я пришел на брифинг. Я поставил велосипед. Мой велосипед стоит там. Короче, была функция, поскольку старт находится за пределами города, озера, в котором будем плыть, то можно оставить велосипед здесь, его отвезут туда. Мы потом придем сюда, оставим пакеты здесь, сядем в автобус, нас отвезут туда. Мы проедем на велосипеде до города, потом по городу несколько кругов, заедем сюда и отсюда уже будем бежать. Скотт Плазма, свеженькая, мне кажется, довольно свеженькая. Мерида, S-Works Венш, по-моему, как у меня. Ну да, очень похоже, как у меня S-Works Венш. Девушка Грана с ТК Будвы. Каньон Speedmax, вот, я бы такой себе взял, конечно же. Красивый, на дисках. Я вот смотрю, думаю, блин, как интересно вот эти типы едут. На самом деле сильных типов очень много. Вот, Бианши. Простая моделька, по-моему, Ария или Окстре, Альтре, что-нибудь такое. Что еще? Вот смотрите, дяденька охране ходит, специально защищает все, чтобы ничего не сперли. Я еще организатору говорю, а велосипед, типа, оставлять безопасно, типа, это будет, это, типа, сейф. Он говорит, не переживай, все аккуратно, картонки, все дела, мы аккуратно придем. Хотя, конечно, кто-то, мои коллеги из триатлон-клуба Будва, выбрали самим отвезти, то есть не так отправлять с организаторами. Каньон Speedmax более старенькая модель, каньон тоже не очень свеженькая. Ну, таких каньонов, на самом деле, много. Вот чувак очень на тренировочных колесах. Вот. Каньон и Giant. Official race briefing. Welcome everyone. I'm Jana. I'm part of the organizing committee of Phoenix No Limits Triathlon. Только что познакомился с триатлетом из Германии. Сразу иду на брифинг и такой: Hello, where are you from? Ну, это я ему, конечно. Конечно, я ж коммуникабельный казах наглый, а не он. Я ему говорю, что, был уже здесь? Он такой говорит, да, был в прошлом году. Я говорю, что, какое время? Он говорит, 3:49. Я говорю, чё, блин? Какие 3:49? Какие 3:49? И реально, у чувака 3:49 время, он про-триатлет. Говорит, классное место для того, чтобы открыть сезон. Ему здесь нравится, и можно поставить новые рекорды, поэтому он сюда приезжает. Прикольно. Подписался на него, чувак, этим на жизнь зарабатывает, как этим, да. Он тренирует, он является коучем, поэтому у него нет контрактов, но при этом он про-триатлет. В прошлом году он был 6-м, как он рассказал. Прикольно. Сразу я на него подписался, закоммуницировался, спросил, что он завтра до гонки будет хавать. И прикольно, что это отличается от того, что сказал мне тренер. Немножко разный подход. Это прикольно. Доброе утро. Вот такой трусютик. Фаб. Мешки. Все сложил. Иду к месту старта. Время 11:28. Через час будет шаттл. Как раз я пока дойду. Ой, солнце. Очень активное. Меня намазали немножечко кремом. Жена. Надеюсь, все будет хорошо. Хорошенечко покакал. Поел. Немножечко. Правда, аппетит не очень был. Но я думаю, все будет ок. В рюкзаке еще 2 мешка вот таких вот.
Один на велоэтап, другой на беговой, третий с одеждой, которую мы скинем перед плаванием. То есть удобно в этом плане сделано, что все продумано. Хочу сказать, что вот этот трясют очень хороший хаб. Я его сейчас заказал красный, но мне прислали желтый, но я не сильно расстроился. Вот здесь вот в этом месте есть вот здесь вот нашита мягкая штучка, и у вас не просвечивает никаких органов. Если вы поняли, понимаете, о чем я. Вот, поэтому идем на точку старта, раскладываем вещи. Что я понял в процессе выбора гонки, что надо выбирать гонку, которая выгодна тебе в каком-то смысле, чтобы были подобающие условия. Если это ваш первый триатлон, не выбирайте трассу, которая с набором, например, да, если вы не готовы к этому. Это, ну, как бы такое. При этом всем, например, здесь вот сейчас на улице плюс 20, очень жарко. В том плане очень жарко, что солнце очень активное. Вот бывает, когда температура-то не очень, но я думаю, обдувать будет на вело нормально. Но есть и плюс в том, что солнце, тепло, вода будет не такой холодной. Сказали, что 17 градусов. Хотя я тоже не сказал, что это много. Но солнце, я думаю, будет греть и согревать нас нормально. Кстати, пара триатлеты тоже стартуют сегодня. Hello, you're from Russia? Yes. Me too. Привет. Привет. Ну что, готов? Встретил соотечественника. Привет. Ребят, привет. Интересно, фамилия у тебя, да? Я Павел. Я из Питера. Прикольно, прикольно. Я из Омска. Вот, говорит, что мы примерно с одинаковым темпом будем все делать. Все разложил, он тоже все разложил. Это машина официальная, которая будет ехать, видимо, с лидерами, с проатлетами. Это трансфер наш. Еще можно чем-то загрузиться, если нужно. Что-то купить. Нам ничего не нужно, мы готовы. Ну что, пошли с моим новоиспеченным другом. Приехали, автобус нас привез. Такой пейзаж. Сейчас пойдем. Шлемы надевать надо. Это началось. Убедиться, что он у тебя есть. Началось, да. Это самая дешевая скорость, которую ты можешь купить. Шлем капля. 100 баксов стоит, там 200 баксов. Поняли? Самая дешевая скорость. Как знает, о чем говорит. О, вот он твой, да? Вот это новые технологии. Норвежская система? Аэро. Круто. Я что-то далеко от тебя. Миша, дай путь. Так, вот мой велик, я будем все проверять, делать резиночки. Все, сделал. Резиночки, питание. Вот эта бутылочка не нравится мне, как стоит. Резиночки, все проверил, скорость поставил нужную, все, компьютер есть, все. Переключки работают, тормоза проверил, чтобы не терлись. Все, здесь носки разложил, чтобы в них нырнуть сразу. Эй. Так, ну вроде все. Все, мой друг тоже готов. Варенье заправил. Да, вишневая сегодня. Варенье заправил, все, жестко. Жестко. Не, мне кажется, Душка, это блин, классно. вообще офигенная. Вообще, чё, чисто Капитан Америка. Да. Классно, не, классно. Ну что, плавательный этап, 4 буйка, 2 круга. А может быть и не прыгать, давай посмотрим. Слушай, мне кажется, отсюда все поплывут, вон то оплывают и назад, и все. Нет, вот там так. Да? Ну ладно. Как скажешь. Ой, что-то я погорячился с чистой водой. Ну ладно. Ну не сильно холодная, но холодная. Ну что, надеваем гидрик. Намазался вазелином. Намазал вот эти места. Обязательно вазелином. Убираю все, сдаю. Вещи отвезут. Павел готов. Машина, просто машина. Дотерра тоже здесь. Дотерра здесь. Все, если что, всего, чего надо, нанюхаются. Все будет окей. Все, снимать дальше не буду. Ну что, настало время рассказать от первого лица, что произошло на плавании. И первая моя фатальная ошибка, которую я сделал, это не пошел проверять воду и не поплавал за день до в той воде, которая ожидалась, а именно в воде
температура 17 градусов, и, наверное, это было первым шоком для меня. Помимо того, что я немножко раздобрел, и кажется, что трясьют вместе с гидрокостюмом немножко сдавили мое дыхание и тело, нужно было трясют расстегнуть внизу, чтобы он хотя бы не так сильно сдавливал, потому что трясют довольно хорошо на мне сидит и так хорошо поддавливает. Можно было трясют расстегнуть, гидрик надеть, и тогда было бы нормально, потому что гидрик довольно свободный у меня. И все. Но когда я прыгнул в воду, мы прыгали, на видео это есть, первые, наверное, метров 30-50 я начал плыть, почувствовал, что вода холодная, и потом началась какая-то паника. Паника, потому что я не мог вдохнуть до конца, как-то меня сжало сильно в груди. Мне пришлось остановиться на какое-то время, передохнуть и попробовать прийти в норму. Потом уже спустя метров 100-200, наверное, я пришел в себя, и примерно к метрам 500-600 я уже расплавился и стал расслабленным, потому что я почувствовал, что руки забиваются, хотя в целом руки у меня забились очень сильно, опять же из-за того, что трясьют и гидрокостюм, их сковали, а тренировок именно в гидрокостюме было довольно мало. Вот. Поэтому я думаю, что плавание, несмотря на это, я смог сгладить темп, получилось средний темп примерно 2.15. Это лучше, чем было от результата на Олимпийке, это отличается. На Олимпийке было что-то 2.30, 2.30, 23, что-то такое. И это довольно неплохо, потому что, учитывая то, какое у меня плавание, да, с вот этими косяками получается по 2.10, 2.05 в целом реально плыть, если не будет паники и будет хорошая подготовка. То есть упражнения и тренировки пошли на пользу в каком-то смысле. Надеюсь, я улучшу этот результат через 2 недели. Идем дальше. Из плавания я вышел, сел на велосипед и в целом начал довольно неплохо. Но я почувствовал, как забиты мои руки. Когда я пробовал положить гель назад, у меня буквально чуть ли не свело руки, чуть ли не начались какие-то судороги. Это было не круто. И это, конечно, мешало мне потом ехать на велике. Как бы это странно не звучало. Скорее всего, это общая скованность плюс гидрокостюм и трясют, которые давали мне натяжение мышц. Ну и средний пульс там, чтобы вы понимали, в пике, когда паника была, пульс был 180 на плавании. Ну что за ужас. Но в целом, что 150, 160, что тоже немало и тоже как бы над чем нужно работать. Видимо, какое-то общее волнение сказывается. Плюс недостаток тренировок на открытой воде. Идем дальше. На велосипед я начал крутить довольно неплохо. В целом задание было на 80% FTP, это 230 Вт. Начинать. Я вроде бы начал, вроде бы все хорошо, но первую половину даже довольно бодро крутил. Мне кажется, первая половина была что-то 220-230 Вт где-то. Но потом я подсдал, потому что подзабилось чуть-чуть все. Ну и, конечно, начала болеть спина. Начало отдавать весь кор. Короче, я почувствовал, что мой кор как будто бы довольно слабый. Видимо, недостаток тренировок на вело именно в лежачей позиции, либо какие-то проблемы с аэропозицией моей в принципе. Поэтому надо тоже над ней работать. В целом по видео можно посмотреть и написать, да, что позиция норма, нет. Мне казалось нормально, хотя я понял, что в процессе можно как-то улучшить, например, ручки выше поднять, потому что я довольно открыто еду, то есть воздух бьет вот сюда. Ну и смотрю я иногда слишком поднимаю голову, хотя нужно примерно вот так. Что еще? В целом крутилось нормально, люди драфтили, я это видел, разделка, не разделка, пофигу. Ехали пачки человек по 7. Маршалов это не особо беспокоило. Ну, в том плане, что кого-то шугали немножко, но я что-то не видел, что кто-то был оштрафован сильно. Про-триатлеты тоже драфтили, просто технично, да, на расстоянии там, метров 10, хотя разрешенное 12 и 25 секунд для обгона. Я честно отъездил, хотя, может быть, нужно было немножко и похалтурить, и потратить. Ну, это такой вопрос. Поэтому вело прошло в целом неплохо, получилось 211 Вт в среднем, что-то около 213 или 220 нормализованная мощность. Средняя скорость 34-35, там 34,3, там что-то такое, 34,8. Скорость неплохая в целом, учитывая то, что был ветер был, и то, что проблемы со спиной, там, моей готовностью, ну, как бы очевидно, да. Поэтому,
как-то так. Я бы не сказал, что довольно свежий вышел на бег. На бег я вышел уже довольно уставшим. Я бы не сказал, что ноги были забиты. У меня больше болел весь кор. Абсолютно весь. Просто вот расстояние от шеи до начала ног болело абсолютно все. Я почувствовал, как болит спина, бока, пресс. Видимо, это все сказывается на недоработке именно физически, да, над этими моментами. Вот, на бег я вышел, все это болит. Я начал вообще по 4.40, хотя по плановому тренеру написал. Начинаю по 4.20, не быстрее. Я начинаю даже по 4.40 бежать и чувствую боль, что крутит живот, сковано дыхание, болит под ребрами, и слева и справа. Короче, всю дистанцию, наверное, я бежал на зубах. По поводу питания, знаете, на велосипеде я выпил всего лишь процентов только 70 от 2 литров и 200 грамм углеводов, которые у меня были. И поэтому как-то не хотелось, я не знаю. Короче, я питание не допил, возможно, я не доел. Я допускаю, что да, потому что в конце гонки я чувствовал небольшое недомогание, когда вдыхал до конца и была небольшая боль. Мне кажется, это сказывалось небольшое недомогание и слабость. Поэтому я определенно не доел, а когда я начал бежать, уже мне было так не по себе, что даже гели особо не лезли. Хотя я себя пересилил, поел на 5-м, примерно на 5-6 километре, потом что-то на 11-м я поел. Третье питание, третье гель я не стал есть с кофеином. Как-то он даже как-то и не влез. Вот. И просто на изотонике пил изотоник, на каждой станции пил воду, каждые 2,5 километра по дистанции. Пробовал уцепиться за девочкой про триатлетом, она бежала по 4.10. Пробовал побежать и понял, что не могу удерживать такой темп, все болит. При этом всем по пульсу, что на веле, что на беге, был запас 20-25 ударов вообще спокойно, просто спокойно. То есть у меня средний пульс можете поставить, посмотреть там. Ну и так был 150-160 ударов. То есть я фактически на жирах бежал, поэтому я как бы последний гель не стал есть даже, я в этом плане как будто бы нормально себя чувствовал. Ну не знаю, может ошибаюсь в чем-то. Поэтому результат 5.03, неплохой результат для первой гонки, для первой половинки, но при этом всем, конечно, нужно поработать над ошибками. Поработать над питанием, к которое я немножко халатно отнесся, немножко халатно к велосипеду отнесся, в том плане, что по подготовке не почистил цепь, например, да, не попробовал воду, конечно же. Допускаю, что лучше есть гели на велосипеде, потому что если ты не хочешь пить, но тебе нужно, ты понимаешь, что тебе нужно положить углеводы, то ты лучше это сделаешь, или там положить кофеин, да, то есть принять, но при этом не хочешь пить. В этом плане гель гораздо лучше заходит, получается, они более универсальные в этом плане. Поэтому я думаю, что результат неплохой, что-то полумарафон вышел час 30, час 35, всего 5.03. Мои важные мечты были о 4.30, но всегда, наверное, нельзя ставить все на красное, да? Нужно рассчитывать и прикидывать погрешность на 20-30% спокойно, из-за условий вообще нефиг делать. Температура, ветер, что-то пойдет не так, загадывать вообще не стоит, и, конечно же, Вселенная всегда тебя поставит на место, что ты не будешь сильнее, чем должен, и чуда не бывает. Поэтому вот такие вот уроки я извлек на сегодняшний день. Спасибо, что смотрите меня, комментируйте. Первая железная дистанция, через 2 недели будет еще одна. Кстати, на следующий день чувствую себя вполне хорошо, ничего особо не болит. Чувствую, ноги из-за вела даже подзабились. Бег, мне кажется, так всего лишь сверху шлифанул чуть бегаем, темп, ну что смеяться-то. Чуть-чуть боковые болят, и все. Как бы недомогания нет, чувствую себя нормально, прекрасно, хотя поспал не так много. Ну и старт после обеда в 15:00 был, как сказала моя знакомая, старт после обеда всегда хуже заходит, чем утренний. Ты не так свеж, не так бодр. Вот. Хотя я пытался все дни до гонки, несколько дней, не стоять в очередях, копить силы. На этом-то и все. Спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите коммент, подписывайтесь в инсту. В Телеграме есть подробные отчеты каждой тренировочной неделе. Всем пока.